Так, ну в общем у нас тут небольшой ремонтик. Надо тут провода поменять. На берегу фьорда. Это просто капец. Крутяк. После нашей замечательной ночевочки во фьорде мы, вот я покажу его, мы уже дальше отъехали, починили машину, там надо было кое-какой ремонтик сделать, вот, и мы решили поехать прямо в Осло. У нас был план заехать возле Ставангера, очень красивое место с нависающей скалой над фьордом, где можно сделать очень красивую фотографию. Но по километражу и времени мы просто не успеем в нужный срок доехать до этого, до Осло. Поэтому, у Коли куплен билет на концерт Рамштайна в Швеции, ой, в Дании, простите, и нужно успеть. Ну ничего.
идем к водопаду. Ребята, это что-то нереальное. Просто фантастика. Подойдем поближе. Это что-то нереальное. Такой красоты я еще не видел, это что-то фантастическое. Пойдем под водичку. Ну, как я думаю, из предыдущих рассказов видео вы поняли, что поломки с машиной немножко изменили наш маршрут, ну, точнее, значительно. Мы не поехали в одно интересное место возле Ставангера и решили хоть как-нибудь добраться до Осло, чтобы починить машину, потому что наш ремонт в начале фильма на берегу фьорда больших результатов не дал. Были проблемы со свечами. Коля перед поездкой купил новые провода, поменял провода, но забыли поменять свечи. А это бензиновый транспортер, который достаточно редкий, и комплектующий на него найти в Норвегии было достаточно сложно. Мы больше боялись встать где-нибудь посреди фьордов и то, что нам придется вызывать эвакуатор. О стоимости эвакуатора в Норвегии мы старались не думать, потому что эта мысль приводила нас в такой легкий психологический трепет. Решено было доехать до ближайшего крупного города и попробовать купить там свечи. Но так как мы забыли, что в Норвегии в выходной ничего не работает, естественно, мы приехали в закрытый магазин. О том, как мы веселились с машиной в Осло, расскажу потом. А сейчас небольшое отступление. Кто не знает,
Коля очень классно играет на саксофоне, но он очень редко достает этот музыкальный инструмент. И в одной из следующих серий, там, где уже у нас будет Швеция, я успел заснять несколько минут, как он играет, а пока просто послушаем саундтрек и насладимся дорогой. Так, ну у нас тут технически небольшие проблемы с машиной. Мы вот полдня возимся. Что-то со свечами разбирали 2 раза. Проблема в Норвегии, что вот мы приехали в автомагазин, а он работает до 4, а сейчас 6. И все. И, кстати, вот эта вот вторая цифра, это, наверное, обед с 10 до 2, я что-то не понимаю. Ну ладно. Короче, мы просто ищем свечи поменять на машине. И это немножко проблемно, потому что все закрыто. Ну ладно, мы уже решили ехать в Осло прямой дорогой. Мы едем. На язык тролля мы не заехали, я уже говорил, потому что там как-то очень все с парковкой, там недешево получается, и по времени немного не успевали. Хотели ехать через Ставангер, через одно интересное красивое место, но на самом деле вот небольшие проблемы, точнее не такие, потому что совсем не небольшие проблемы, нормальные. Решили не рисковать и поехать напрямую в Осло. И вот сейчас тут как-то доберемся. Завтра будем уже чинить машину, потому что в автосервис в Норвегии я даже боюсь цены спрашивать. На запчасти уже страшно. Вот. И дальше уже будем решать, что делать. Беда. Есть еще с туалетами норвежскими. Есть вот которые бесплатные, а есть которые хрен ты зайдешь. 20 крон. Это 2 евро. 2 евро туалет. Ну это жесть. По приезду в Осло Коля нашел какой-то ближайший автосервис на окраине, и до его открытия мы поехали в город достаточно рано, я не помню, может 6 утра, и решили попробовать заказать у них свечи, а остальное заменить самостоятельно. Мы разобрали машину в жилом квартале на парковке, что делать категорически нельзя, потому что если бы кто-то это увидел, нам грозил бы достаточно немалый штраф. При разборке машины Коля порвал свечной провод, и машина осталась не на ходу, разобранная в жилом квартале. Благо это было возле автосервиса, где ребята выбежали и помогли закатить машину вовнутрь. Снимать все это эпичное действие я не стал, потому что Коля был очень взволнован, я даже думаю зол, и чтобы не получить от него ключом и камера моя не оказалась в каком-нибудь мусорном баке, я решил не действовать ему на нервы. Свечи заменили новыми, которые стоили по 20 евро за штуку, воткнули старые провода, вкрутили 10 болтов, и все это обошлось там в 170 евро, если переводить из норвежских крон. Так, ну вот, да, нашел парковку возле Осло, где можно вот с кемпере встать в озеро. Вот такая красота. Озеро возле города. Ой. Это водохранилище, откуда идет забор воды для города. Там стоит табличка.
И по всему острову сделаны тропиночки такие прогулочные. Много людей бегает. Опять мы только заехали в Осло. Это вот на север. То есть нам до набережной отсюда на машине, ну, 10 километров. И все бегают. Кто-то на лыжах, ну, как эти роллер-лыжи, такие с роликами. Кто-то, вот дядечка быстро пошел таким каким-то спортивным шагом, там тренируется. Все тренят, это круто. Еще одно интересное наблюдение. Кстати, сейчас вот, да, светло. Сейчас покажу время. Сейчас 22:47. Это интересно, это мне даже нравится. То есть приехал вроде вечером, можно еще погулять. Вот я иду по лесу, и это не только здесь, это вот везде. Я не встретил мусора, никакого мусора вообще. Вообще, я не знаю, вот за все время, как прилетел в Тронхейм, и оттуда мы поехали с Колей сюда, в Осло, мы уже в Осло. Нет мусора, трассы, дороги, тропинки лесные, нигде нет, люди просто не мусорят, я не знаю, это ну, вообще не фантика. Ребята, это надо учиться у норвегов. Так, еще одна видовая точка. Замечательный гранит. Ну, лавочка. Вот с таким видом. Почти 11 вечера. Что там у нас? Так, ну понятно. Там стандартно. Да, в таких концах могут водиться тролли. Очень много всякого мха. Я нашел, откуда берется в Бишкеке европейский секонд-хенд от Баки для этого, для вещей. Пока местные спят, держались меня, что в мусорке у них снимают. Тут хожу, кошмар какой-то. По автопарку, кстати, очень много электрокаров. Ну, прям куча. Тут Теслы на каждом углу. Вон одна торчит, еще где-то что-то. Это явно что приезжие затесалось. Ну, Франция. Так, ну вот они. Боксы для вещей, для обуви и вещей. Это как, видимо, гуманитарная помощь. А мы стоим, ждем автосервиса, когда откроется Густавсон и Санс. Вот. Прикольный райончик. Это вообще край города, если что. И, кстати, ладно, о чем я говорил вчера. Тротуарчики чистые. Дядя учится в воздушном змее делать трюки с хвостиком. Смотрите, как круто у него получается. И он еще издает звуки какие-то. Прям змея делает, да, кончиком. После неполного ремонта машины, так как у нас все-таки остались старые провода, потому что в сервисе на нашу модель не нашлось их, у нас оставалось полдня, мы отправились в центр города, Коля поехал на велосипеде, я пешочком. И эту часть прогулки по Осло я вынес отдельным фильмом, так как мне показались эти съемки красивыми и интересными. И чтобы не утомлять вас длинным фильмом, просто разбил эту серию на две части. Фильм про Осло будет завершающим серию Норвегии. Дальше мы отправимся в Швецию, в Данию. И потом уже европейская часть. Если вам понравилось видео, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Ну, а я буду продолжать.